Так происходит погрузка наших мотоциклов. Контейнер. Отправка железной дорогой до Адлера. Мы в Адлере. Здрасте. Да, они доехали. Главное, что мы доехали. Мы чуть на рейс не опоздали. Мы приехали без 7 минут до закрытия регистрации. Мы только подъезжали на парковку в аэропорт. Так что они доехали. Хорошо, что мы доехали. Все? Отдала своего коня в рабство, Нет, да? еще. Нет, еще. Ой, были приключения, но, наверное, о них лучше поведать позже. Так, что же это за замечательное место для съемок у нас будет? Ну, вот теперь тебе надо догадаться, когда идти до моря. Ну, либо... Вот, спуск к морю. Да, тут есть указатель. Ух ты! Здесь лучше не дышать. Осторожно. Да, слушай, у меня где-то фонарь был. Погоди, сейчас я тут сделаю освещение. Да, подсветка не помешала бы. Угу. Там даже свети какие-то. Ну, зато уже пахнет морем. Ну, пока пахнет не совсем морем. Нет, сейчас морем. Это первое купание. Здравствуй, море. В Москве, если что, сейчас, не знаю, как сейчас, когда мы выезжали, было что-то около 15 градусов. Ну вода теплая, градусов 20 есть точно. По такой дороге приехали в живописное место. Это Щебенка, здесь еще дорога нормальная. Там была похуже. Мы решили выбрать альтернативный вариант дороги из Гагры до Пицунды не по побережью, а через такой перевал. Ну, дорога, надо сказать, такая. Здесь она уже более-менее простая. А там, да, там была такая горная, да, и такая прям ух. Ну и не пожалели. Здесь классно. Погнали. Угу. Вот здесь что-то странно у тебя обод как-то. Прям на что-то ты там налетела. Либо быстро. Ну на что-то на... Слушай, скорее всего ты где-то слишком быстро через какую-то это неровность проезжала. Давление больше надо было. Не доехав до Пицунды, прокололо колесо.
этаже. Это древний Пицунский храм или храм Андрея Первозванного. Относится к рассвету древнего абхазского государства. Это сакральное место, место силы, потому что построен храм на месте еще более древних сакральных строений. Так же, как, например, и пирамиды в Мексике. Храм имеет очень интересные архитектурные особенности, построен необычным образом. И эти особенности определяют своеобразную акустику внутри храма. То есть это на самом деле точно выверенное техническое акустическое строение, которое концентрирует определенным образом, собирает звуковые волны в определенных местах в храме. И это используется до сих пор для проведения на территории современного монастыря органных концертов. Существующий отреставрированный храм относится к X веку. Возведен он на месте построек более древних, датируемых разными историками, исследователями IV, V, либо VI веком. Вот как видно, что храм возведен из кирпича и камня. И в распределении мы видим определенный порядок. А именно стены храма от цоколя сложены исключительно каменными блоками. А затем кладка приобретает смешанный характер. А ряды камня начинают перемежаться с кирпичными прослойками. И чем выше каменные прослойки, тем они тоньше, а кирпичный толще. И верхняя часть стен, барабан и покоящийся на нем купол, внутренние опоры столбы сложены уже исключительно из кирпичей, все они разного размера. На территории древнего Пицунского храма находится дольмен. Дольмены, как известно, это древние строения технического назначения, которые точно так же, как и сам Пицунский храм, работают за счет, в частности, за счет акустических волн. То есть цивилизация, которая строила дольмены и храм, не этот современный, а древний, который находился на этом месте, знала очень тонко технологию работы с акустическими волнами. Территория усыпальницы и гробница установлена апостолу Андрею Первозванному. Дорога на Гекский водопад. Это то место, где снималась феноменальная сцена советского Шерлока Холмса. Проезжаете дорогу на джипах, горный скальник. Мы эту дорогу попробуем проехать на мотоциклах. Да? У меня нет места, мы на это точно не поедем. Так. Дождитесь, Скажите ваш ник в Инстаграм и подпишемся. Первый уже поехал, первый пошел. Вы его там встретите по пути.
Да, убрала. Ну это если быстро, надо очень медленно ехать. Что, мы достигли точки? А, вот она. Похоже, да, вот он. Ура! Мы приехали на Гекский водопад. Скалолазка. Гекский водопад. Мы доехали до него. Вот то место, где снимался эпизод Шерлока Холмса. Последний эпизод борьбы с Мориарти, падение в воду водопада. Место очень популярное среди туристов. Сюда приезжают просто вереницами джипы. Все снимаются, фотографируются. Вот такая толпа. Но купаться практически никто не решается. Потому что вода холодная, градусов чуть больше 5 градусов 8. Но мы после суровой дороги все-таки решили охватиться. Молодец, железный конь доехал. Мы по живописной горной дороге доехали до известного озера Рица. Достаточно туристическое место, прокат лодок, фото в национальных костюмах с кинжалом плюс 50 рублей и все другие туристические радости. На берегу озера находится дача Сталина. Вода в озере холодная. В течение года стабильно плюс 8 градусов. Обед на озере Рица. Уха из форели. А вот эта штука называется обед джигита. Мамалыга с фасолью и копченым сыром. Ну и, конечно же, хачапури. Вчера мы не доехали до Альпийских лугов, хотя дорога от Рицы и выше неплохая, местами даже остатки асфальта.
которые, видимо, размываются селями и оползнями, не доехали, потому что где-то в 200 метрах отсюда начинается уже тропа, которая непроходима на мотоциклах, либо пешком, либо на лошадях. Мы решили разбить здесь лагерь, остаться на ночь, и это было хорошее решение, потому что место живописное, прекрасное. Ну, короче, смотри. Что там с лошадями? Туда, это на Цитук, это вот та вершина, и как бы с видом на Риццу. А здесь я не нашел, я еще туда попробую, сейчас езжу тогда и попробуем. Притом здесь он говорит, что 4,5 часа подниматься только туда на лошади. Вот, Тут же 4,5 километра всего, почему ну, да, так долго? Не знаю. Короче, давай я сейчас тогда съезжу, надо потихонечку трамбовать вещи. Я этим уже начала Вот, заниматься. а там можно на Цитук съездить через час вроде как, что-нибудь придумать. Сейчас они группа уже уходит, Мгм. но вроде как смогут. Туда 3 часа. В горах очень быстро меняется погода. Ливанул сильный дождь, так что альпийские луга пока откладываются. Хорошо, что успели собрать лагерь. Дождь сильный, судя по тому, как затянуло небо на горизонте, надолго. А мы прячемся под раскидистым деревом. И сколько нам придется здесь пробыть, неизвестно. И здесь, в горах, от дождя нас спасли местные жители. И, конечно же, мы стали заложниками абхазского, известного гостеприимства. Вот я отвечаю, посажен. Причем с бородой со всеми говорил. Вот не так же он и улыбался. Алаверды ко всем кутилам, ко всем азартным игрокам, ко всем галантным кавалерам. Алаверды, алаверды. Так, выпьем за дружбу между народами. Да. Да. За всех наших друзей, где бы они ни были, чем бы они ни занимались, в какой бы сфере ни трудились. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Все остальное, руки-ноги есть, я думаю, справятся они маленькие. Нужна помощь, всегда рядом. Будьте здоровы, наши друзья. Очень приятно. Вот эти люди, ну, они нас обогрели, Накормили. И очень-очень... Оставайтесь еще. Еще и спать около ложить хотят. Камеру выключат, говорят. Нет, на самом деле, сейчас камеру выключат. Мы в Новом Афоне, на территории Анакапийской крепости. Это одно из самых древних и хорошо сохранившихся оборонительных сооружений на территории Абхазии. Оборонительное сооружение представляет собой крепость и 7 сторожевых башен, соединенных непрерывной стеной из блоков монолитных каменного известняка. Вход в крепость был единственный только по деревянной приставной лестнице. То есть это действительно было одно из самых надежных и мощных оборонительных сооружений. Здесь мы видим остатки колонн, бойницы. Крепость действительно хорошо сохранилась. Со стен Анакапийской крепости открывается очень красивый вид на бухту и на море.
поехали к следующей остановке. Следующая остановка Сухум. Ну, iPhone, бай-бай. Ну и, конечно, Абхазия – это пляжи. На мотоцикле удобно отъехать километров 5-6 от центральных переполненных городских пляжей. Немного акробатических этюдов под полотенцем. И да здравствуют радости курортников. Нас разбудили петухи в гестхаусе, где мы остановились. Поэтому мы решили проснуться и идти встречать рассвет на море. Когда-то здесь была железнодорожная станция. Город Куарчал является собой печальное наследие войны. Разрушенный практически до основания, сейчас его называют заброшенным городом или городом-призраком. Дорога к заброшенному железнодорожному мосту Ткуарчал. Дорога непроезжабельная на мотоциклах. Мы идем где-то метров 700 пешком. Видны остатки шпал. Примерно лет 30 назад железная дорога из-за войны была заброшена. Под Ткуарчалом находится несколько источников радоновой воды. Есть цивилизованные, с красивыми ваннами и платным входом и низким содержанием радона. Мы узнали от местных, что есть некий источник для местных, без указателя, не облагороженный. Мы ездили вдоль и поперек, чтобы его найти. И вот абсолютно неожиданно, вот в такой промзоне с указателем Ткуарчал уголь обнаружили радоновый источник. Как утверждает местные, он действительно целебный. Вода теплая. Выглядит вот так. Находимся в Очимчирском районе. Это один из таких источников, которые можно назвать дикие. Деньги тут никакие не берут. Наверное, благоустроено это все было местными жителями. И мы решили здесь переждать дождь. День Победы в Абхазии отмечается с размахом. Только мы заселились в отель в Гагры. Видимо, от пиротехники рядом пожар. Подавай! Подавай! Туда, вытащи! Немножко туда, еще немножко туда. Ага. Идет! Идет!
только заселились. Уже пожар. Уже пожар. Путешествие – это всегда маленькая жизнь. Мы вернулись домой, в Москву, с новыми ощущениями, эмоциями, безусловно, положительными, и, конечно же, новым опытом. Вы можете путешествовать с нами, присоединяйтесь, заходите на наш сайт udcm.ru, следите за новыми мероприятиями, маршрутами, направлениями в наших соцсетях, либо заходите в центр познакомиться и пообщаться.